Поехали. Фонарик, который светит 40 часов в максимальном режиме. Это был, значит, старый фонарик совковый, называется он Витебск. Когда-то валялся, 2,50 он стоил в 80-х годах. И был подвержен переделке. Значит, в нем есть 32 светодиода по кругу и один светодиод как бы дальнобойный, но это такое себе. Значит, на максимуме... Не, давайте начнем с того, с чего он состоит. Он был распотрошен. Как вы понимаете, советская техника — это кал. Это стекло в резиновой прокладке, чтобы не протекал. Была вытравлена такая плата в абсолютной темноте, в очередном блэкауте. И здесь в качестве как бы дальнобойного одноваттный диод, но такое могло бы быть. Внутри у него 11 аккумуляторов по 1100. Как бы сделать это так, чтобы с электронных сигарет. Есть зарядка на TP5046, по-моему, и Type-C разъем. Есть модуль от Powerbank. Вот он здесь внизу. Все это собрано, разъемы на модуле пропаяны, чтобы не протекали. Заклеено все герметично, чтобы не протекало. Здесь вверху была круглая кнопка одна. Теперь их две. Одна включает вот это движение, вторая включает вот это движение. При этом движении он может просветить свободно 180 часов только так, вообще без проблем. Заряжается он около 10 часов. Потратил я на него часа 3-4. Напоминаю, он делался исключительно в блэкауте. Паялся на газу, без паяльника, без ничего. Вот он получился как-то так. Весит он, не знаю, грамм 300, наверное. Конечно, он требует переделки, потому что сделан он абы как. Но он так и делался. Я о том, что обошелся он в 0 гривен. Вообще по нулям. Потому что аккумуляторы остались от электронов, которые были выкурены, и в принципе свое предназначение они прошли. Они были выкурены, аккумуляторы остались. Светодиоды, которые 2835, это остатки нерабочей светодиодной техники. Светодиод, который одноваттный, он там с какого-то фонарика по подобию этого, который нужно бы зарядить уже тоже с шокером, но то не суть. Фонариков хватает. Есть еще такой Maglite. Сейчас начнут все кричать: вау, американский, американский. Честно говоря, этот фонарик свое изжил. Во-первых, он на батарейках, во-вторых, светит он так себе. Батарейки в наше время роскошь. Есть таких два фонарика, которые отлично. Он служит уже столько, что начал уже обтираться. Значит, что он может? 32 светодиода. Светит он реально ярко. Сейчас я потушу свет и буду дальше снимать в свете этого. Итак, у нас наступила абсолютная темнота. А вот свет фонарика. Это тот, который побольше. Камера сразу стягивает ISO. Ну, как видите, можно вполне снимать. Есть у него другой режим, который менее подходящий. Это вот этот. В этом режиме он светит 180 часов. Ребята, бесплатный фонарь, бесплатный свет. Можно его поставить, и абсолютно светло. Да, камера выкручивает ISO, опять же, но это бог с ним. Еще нам осталось что? Пройти ходовые испытания и показать, как это выглядит. Опа, извиняюсь, засветил камеру. И показать, как это выглядит
где-нибудь на улице. Но на улице сейчас есть свет. Мы выйдем, когда света нету. И посмотрим, как оно будет светить, понравится или нет. Он не есть дальнобойным, он не светит там на 500 метров, еще куда-то. Он светит близко, но ярко. То есть что-нибудь найти, поискать, пройтись по улице, хоть куда. И, ладно, я иду включу свет, потому что, ну, это так себе. Ну, так вот, на чем я остановился, я забыл, но не совсем важно. Факт в том, что такой вот подобный фонарик вы можете собрать сами. Есть у него Type-C зарядка. Заряжается он 10-12 часов, если разрядить его полностью. Раз. И огонек. Значит, он заряжается, потому что красный. Когда зарядится, появится синий. Есть у него также здесь внизу micro-USB. Видно, нет? Вот, заряжается от micro-USB. В данном случае Type-C заряжает 1 ампер, эта штука заряжает 2 ампер. Можно их объединить, и они будут заряжать 3 ампер. Требует ли он переделки? Конечно, да. На Type-C надо поставить зарядку, которая может заряжать 4 ампер. Но это уже будет вложение. А я напоминаю, у нас фонарик за 0 гривен, 0 копеек из того, что валялось. Кнопки эти валялись от USB свеча китайского, там когда-то раз-два. Она здесь была когда-то единственная крупная, круглая. Я приложу фото, они такие были еще на светильнике. Ну вот как-то так он светит. И осталось нам еще прогуляться по улице и посмотреть, как он светит на улице. Когда мы это увидим, я это все склею в кучу, и вы там дальше проголосуйте. Кстати, я могу вам его и подарить за 1 000 000 просмотров. Нет, ладно, давайте за 300к. 300к просмотров, и я его вам дарю. Реально фонарик, реально заряжает. Заряжает ли он, можем проверить. Вот. Аккумулятор. Шнур. Раз. Все, пошла зарядка, пожалуйста. Powerbank. 11 по 1100, считайте себе сами, потом еще добавится в процессе. Но он уже и так светит отлично. Не боится грозы, не боится дождя, не боится даже кратковременно нырять под воду. Это все проверено. Это чики-пики 100%. Подписывайтесь, ставьте лайкосики, пишите комменты. 300к просмотров, я его разыграю, но только по Украине. Не Россия, не еще куда-то. Строго по Украине. 300к просмотров, пожалуйста. А дальше мы потом переделаем вот этот фонарик, сделаем его человеческим с шокером. И еще какие-то. Все, всем спасибо, удачи. Ну, здесь, конечно, не полный блэкаут. Ну, как-то так. Здесь блэкаут полнейший. Под ногами видно вообще все четко. Конечно же. Стандартное ISO не выкручивал.
То есть на минималках можно было выкрутить, было бы ярко, вообще жара. А так, при обычном, так же самое, как снимается днем. Ну вот вода. Кто местный, тот будет знать, где. И вот так вот приблизительно это все смотрится. Много зарослей стало. Короче, уток смотреть мы не будем. А может и будем. Сейчас посмотрим. Можно ли где-то спуститься к воде, чтобы... О, вроде бы есть. Ну вот, как-то так. Светит фонарик за 0 гривен. Все, всем спасибо, подписывайтесь, репостите.